Я внедрил AI-продавца в девелоперскую компанию в Индонезии, и знаете что? Через месяц от системы отказались. Здесь важно понимать причины. Причина заключалась в том, что руководитель отдела продаж сказал собственнику, что система слабая. Но дело в том, что я вижу, кто заходил в систему, кто из команды ее тестировал, и в данном случае руководитель отдела продаж даже не заходил в систему. Я думаю, что отчасти проблема была в моем посте, который я написал в своем личном телеграм-канале, где сказал очевидную истину, что руководители отдела продаж скоро будут не нужны. Возможно, отчасти дело в этом, но я пишу реально то, что думаю. Есть замечательная книжка за моей спиной, называется «От предвидения к власти», про искусственный интеллект. И там приводится пример, когда появилось электричество. Дело в том, что раньше, до 1910 года, были паровые двигатели, и заводы работали на паровых двигателях. То есть стоял такой огромный двигатель, завод мог быть несколько этажей, и от него шли такие ремни к паровым двигателям. И когда появилось электричество, предприниматели начали внедрять электрические двигатели на заводы. И было три варианта развития событий. Первый вариант, когда человек приходил и ставил электрический двигатель в текущую систему. Эффективность завода практически не менялась, и ничего не происходило. Второй вариант, когда строили отдельный цех, независимый от парового двигателя, который работал только на электричестве. И такие цеха показывали очень высокую эффективность. Ну и самые крутые предприниматели, конечно же, строили сразу отдельные заводы, которые были нацелены на электричество. Яркий тому пример Генри Форд, который сделал это одним из первых, и мы все знаем его революцию в производстве. Так вот, на этом паровом заводе был человек, который управлял вот этим огромным двигателем. И он решал, на какие станки сколько энергии распределить, кому сколько работы дать и как вообще распорядиться этой энергией вот этого парового двигателя. А когда появились электрические станки, то этот человек стал не нужен, потому что достаточно было работнику нажать на кнопку, и станок работает. Вот руководитель отдела продаж в 26 году это фактически этот человек. Дело в том, что AI-система может проконтролировать фактически все. Если вы ставите AI-продавца, то он отвечает вовремя, он не тупит, он отвечает стабильно, и он сам может исправлять свои ошибки и дообучаться. Если вы добавляете в эту систему анализ переписок, анализ звонков и полный контроль отдела продаж, то зачем тогда руководитель отдела продаж? Зачем все эти люди, которые что-то контролируют, какие-то пишут отчеты, если все это можно автоматизировать? Чему меня научил этот опыт? 3 правила. Первое. Не пришивать AI к текущему отделу продаж, а нужно строить параллельный канал. Например, отдельные лиды или только ночные заявки, чтобы AI-продавец работал сам, независимо от отдела продаж. Не нужно трогать старый отдел. Тогда руководитель отдела продаж не чувствует угрозу. А через 3 месяца можно посмотреть на цифры и понять, какой завод сносить. У меня был подобный опыт, когда я внедрял CRM-систему в свою строительную компанию, а менеджеры привыкли вести лиды в табличках. Сколько было сопротивления на этот счет. Весь отдел продаж сопротивлялся внедрению CRM-системы. И в какой-то момент мне просто стало проще пересобрать отдел продаж, чем разбираться с текущими сотрудниками, которые привыкли топтаться на месте.
Второе. Круче всего работать с теми компаниями, кто прямо сейчас перестраивает отдел продаж, кто уволил ропа, либо уже на грани увольнения, кто меняет сотрудников, потому что тогда мы можем поставить AI-систему, и новые сотрудники уже будут просто поставлены перед фактом, что в нашей компании это работает вот так. И никто не будет сопротивляться. А когда отдел продаж уже старички, уже не готовы к нововведениям, то тут даже дело не в AI, а дело вообще в любом нововведении. Они будут всегда сопротивляться, почему-то вот так устроены люди. Третье. Если собственник не готов отстаивать внедрение перед своей же командой, как получилось в моем кейсе с Индонезией, то ничего не получится и никакая технология это не починит. Порой бывает так, что собственник, если хочет развиваться, хочет зарабатывать больше, он должен продавливать решения, новые решения в своей компании. Сейчас, в 2026 году, таких решений становится все больше и больше. Постоянно везде все говорят про нейросети, и мы видим, как компании увольняют сотнями и тысячами людей. Тем не менее, с другой стороны, мы не видим, чтобы люди как-то активно перестраивались, обучались нейросетям или как-то меняли свой привычный образ жизни. То есть, как мы видим, люди не склонны как-то меняться. И поэтому собственнику все-таки нужно продавить свое решение для того, чтобы хотя бы попробовать. Подытожим. Если вы собственник бизнеса и хотите внедрить AI, то я очень рекомендую, и сам сейчас так работаю, строить параллельный канал и туда внедрять AI и садить отдельного менеджера, если необходимо, который будет помогать AI обрабатывать лиды и обслуживать эту систему. И самый, конечно, крутой вариант – это сразу строить AI-центричный отдел продаж. Например, если вы сейчас расформировываете свой отдел продаж, или вам этот отдел продаж, ну вот уже вот он вот здесь, то тогда, возможно, имеет смысл рискнуть и сразу строить отдел продаж, начиная с AI как основа, а сотрудники уже обслуживают AI и помогают ему в работе. Если у вас есть вопросы по внедрению, задавайте, пожалуйста, их в комментариях, отвечу с удовольствием, или пишите в личные сообщения, обсудим ваш кейс. Всем спасибо за просмотр, пока!